За последнее время мы уж чересчур погрузились в eFootball 2024, четвертый сезон для eFootball 2023, что в какой-то момент немножко подзабыли о UFL. Если честно, каждый ролик об этой игре я начинаю со слов: а помните про такую игру, как UFL? Потому что разработчики имеют такую привычку пропадать на некоторое время, но кажется, что сейчас их задержка немножко затянулась. Ведь еще в январе мы обсуждали все последние новости касаемо этой игры, и в марте нам обещали показать новый геймплей без каких-либо склеек в прямом эфире. Март подходит к своему завершению, а информации от разработчиков никакой. Что же происходит с UFL? Сегодня и предлагаю обсудить. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками и прочей активностью, ну а мы начинаем. Если я не ошибаюсь, то еще в декабре, ну или конкретно в январе, генеральный директор студии Strikers Евгений Нашилов отвечал на множество вопросов со стороны фанатов. По этому поводу я выпускал отдельный ролик, в котором мы разобрали наиболее интересные тезисы. И тогда Евгений заявил, что игра продолжает разрабатываться, весь год она также будет в состоянии разработки, и постепенно они будут делиться контентом по поводу нее. И март месяц должен был стать одним из тех месяцев, когда мы должны были увидеть обновленный геймплей UFL. Главной отличительностью этого геймплея было бы то, что его показали в прямом эфире, как это было в январе 2022 года, когда они презентовали смонтированный геймплейный трейлер UFL. На этот же раз была бы такая же презентация, только в прямом эфире показали бы геймплей без каких-либо склеек. Вот как сыграли, как записали, так и показали. А может быть и вовсе бы показали игру в прямом эфире. Без всякой записи, просто сели и показали. Но как я упоминал в самом начале, март уже подходит к концу, а новостей от разработчиков никаких. Не будь то официальных новостей о том, что вот скоро мы покажем, не будь то каких-либо успокаивающих твитов от того же Евгения, который бы заявил, что все нормально, мы продолжаем разработку, сплошная тишина. Но прежде чем вы отправитесь в комментарии, чтобы сказать: но как же так, недавно Strikers поделились новым геймплеем UFL, стоит отметить, что спустя сутки после того, как был записан звук для этого ролика, Strikers и поделились так называемым геймплеем. Но даже несмотря на это, меня все еще не покидает ощущение, что Strikers сделали это несколько поспешно, будто бы желая заполнить тот образовавшийся пробел, о котором я упоминал ранее. Потому что, как мы все с вами помним, Strikers умеет подогревать аудиторию, и обычно что-то интересное анонсирует, по крайней мере, за несколько дней до того, как продемонстрирует. В этом же случае все получилось как-то чересчур уж быстро, и по сути многих игроков застали врасплох. Это нельзя отметить как отрицательную тенденцию, скорее положительную, но лично я все еще придерживаюсь того мнения, что Strikers сделали это скорее поспешно, чтобы и прервать так называемую тишину. Более того, все это подкрепляется тем фактом, что на официальном сайте игры UFL, где не так давно располагались клубы-партнера игры, почему-то пропала данная вкладка с клубами. То есть Шахтер, Монако, Байер, Спортинг и другие команды, которые заключили соглашение с UFL, пропали с официального сайта игры. В принципе, это можно объяснить тем, что игра все еще находится в состоянии разработки, и кто знает, может к моменту ее релиза данные соглашения с этими клубами могли бы подойти к концу, а поэтому в лишний раз их убрать с глаз долой. Но на фоне всего того, что происходит сейчас с игрой, а именно ничего, это вызывает лишние вопросы. Ну а что думаете на этот счет вы, дорогие друзья? Что происходит с UFL по вашему мнению? Ваш ответ я буду ждать в комментариях под этим роликом, точно так же, как и буду рассчитывать на вашу поддержку в виде лайков под этим видео. Подписывайтесь на этот канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Ну и про наши соцсети не забывайте. Ссылка на них в описании и в закрепленном комментарии. У меня же на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр. Всем удачи. Всем пока.